всех на моем канале о вязании. Меня зовут Марина, и в этом видео я хочу рассказать, как я вязала вот такое платье. Это мой небольшой эксперимент. Я хотела соединить в одном изделии вязание спицами и крючком. К сожалению, мне попался вот такой вот желтый цвет. Меня он как-то вроде бы радостный цвет, желтый, детский, но я думаю, что в другом цвете это платье бы смотрелось интересней. Украсила я ленточкой поясок, пуговички пришила, но опять же хочу сказать, что если бы были какие-нибудь веселые пуговички, это тоже было бы интереснее. Платье вот с таким воротничком. Кокетка, рукава связаны спицами, оформление манжет, воротника и юбка связаны крючком. Что же мне для этого понадобилось? Во-первых, я вязала из пряжи Alize Cotton Gold. Здесь в 100 граммах 330 метров. Пряжа это 55% хлопок и 45% акрила. Такого состава. Но если кому-то нравится этот желтый цвет, то это номер 216. Вот. Вязала я спицами номер 3. Вот такими. Так как платье детское, я взяла с короткой леской спицы. И крючком тоже номер 3. Связано это платье регланом сверху. Регланные линии специально сделаны ажурные, потому что состав платья говорит сам за себя, оно не теплое. Что же еще хотелось сказать об этом платье? Да, я всегда меряю в сантиметрах платье по итогу. Оно постирано уже, высушено. От плеча, длина рукава, у него получилось без ажурного манжета 20 сантиметров. Длина регланной линии 12,5, можно сказать 13 сантиметров. Длина от плеча до юбочки составила 19,5 сантиметров. Ширина по линии груди 25 сантиметров. И длина юбочки если брать по вот этому краю, по меньшему краю, так скажем, 21,5. По большему краю 22. Вот такое платьице детское. Кто хочет со мной связать это платье, приятного просмотра и легких петелек. Так я набрала 70 петель. Первый ряд, вообще первые два ряда будут установочные. Первый провязывается изнаночный, все петли изнаночными. Провязываю тут все просто, все изнаночные петли. Второй ряд лицевой, и я буду провязывать все петли лицевыми. Но в этом ряду я буду расставлять маркеры, отмечая планку и линии реглана. Итак, я провязала лицевой ряд и отметила в нужных местах маркеры. Как я маркеры расставляла? 5 петель планки, затем 8 петель полочки, 2 петли реглана, рукав 9 петель, 2 петли реглана, спинка 18 петель, 2 петли реглана, снова рукав 9 петель, 2 петли реглана и передняя полочка, дошли мы до передней полочки, 8 петель полочки и 5 петель планки. Планку я буду вязать платочной вязкой. В общем-то, вязать ее можно любым удобным способом, кому как нравится.
Мне нравится. И проще всего вязать платочной вязкой ее. Это значит, в каждом ряду только лицевые петли. Это у меня изнаночный ряд. Регланные линии я буду вязать тоже лицевыми петлями. Изнаночный ряд я буду провязывать не весь, а начинаю вывязывание ростка укороченными рядами. То есть я сейчас провяжу переднюю половинку, переднюю половинку полочки. Затем вот я перехожу, вяжу рукав. И далее я довяжу, провяжу всю спинку и на линии реглана покажу, как дальше буду разворачиваться. Я провязала спинку и 2 петли линии реглана. Теперь я провяжу 3 петли рукава. 1, 2, 3. И буду делать разворот. То есть разворачиваю вязание и дальше переснимаю первую петлю. Первую петлю, теперь она у меня первая, с левой стороны, я разворачиваю в лицевом ряду всегда одинаково. Поддеваю с изнаночной стороны петельку спицей. Нить у меня за работой, вот я ее держу в натянутом состоянии. И у меня уже на рабочей спице, на правой спице, уже образуются 2 протяжки, потому что я натягиваю эту нить. Снимаю петельку. И так 2 протяжки у меня и остаются за счет натянутости нити. Вот так вот. И дальше вяжу как обычно, но у нас начался лицевой ряд и начинаются регланные прибавки. Прибавки я делаю просто накид. У меня будут ажурный такой, ажурная линия реглана, заметная. Если вы хотите незаметную, можно вывязывать эту прибавку из протяжки перекрещенно. А можно ее вывязывать из предыдущей вот так петельки, захватывая ее вот отсюда. Ну, у меня будет ажурная линия реглана, поэтому я просто делаю накид. Вяжу дальше, провязываю всю спинку до линии реглана на спинке перед рукавом, делая прибавки. Итак, я провязала всю спинку, сделала прибавку. Вот накид мой. 2 регланных линии провязала и снова сделала накид. Теперь это у меня рукав. 3 петли провязываю, как и с той стороны, и разворачиваю. Далее, как я вяжу теперь? Нить у меня перед работой. Я таким же образом поддеваю снизу петельку эту первую и перекидываю нить за работу. У меня снова 2 протяжки на правой спице, потому что нить нужно подтягивать, и снимаю. Вот снимаю, все подтянуто, 2 протяжки так и остаются. И дальше снова нить перед работой у меня, потому что изнаночный ряд. В изнаночном ряду все петли, в том числе и накид, провязываю изнаночными петлями до предыдущего разворота с этой стороны. Итак, я дошла до петли поворота. Так как здесь 2 протяжки, нужно ее очень внимательно провязать. То есть нужно поддеть нить так, петельку эту так, чтобы и на правой, и на левой спице были по 2 протяжки. Вот здесь 2 протяжки у нас. Вот 2 протяжки с этой стороны, 2 протяжки с этой стороны. И вывязываю обычным способом
изнаночную. Главное здесь хорошо затягивать эту петлю, когда мы ее снимаем. Тогда не будет дырочки. Будет все плотно и хорошо, незаметно. Все, я провязала нить разворота, вернее петлю разворота. Теперь мы провязываем еще 4 петли и делаем разворот. 1, 2, 3, 4. Вот так укороченными рядами у нас получается росток вывязывания ростка. Росток небольшой в детском изделии. И в каждом, провязывая лицевые ряды, делаем прибавку по линии реглана. Я сейчас просто переодену маркеры, потому что 2 маркера для меня слишком. Просто между 2 регланными линиями я перевешу маркер. У меня останется 1 маркер, который будет отмечать линию реглана. В общем-то, при прибавке в линии реглана накидами ее очень хорошо видно. И дальше вот несколько прибавок я сделаю. И будет и без маркера очень видно, когда нужно делать накид. Я довязала до петли разворота. Почему я сегодня линией ее называю? До петли разворота я довязала. Провязываю эту петлю опять очень внимательно, чтобы протяжка была 2 протяжки на каждой спице. Провязала. И, как и предыдущий раз, еще 4 петли. 1, 2, 3, 4. И разворот. Снова разворачиваюсь, вяжу изнаночный ряд до линии разворота. Ой. Вот опять. Изнаночный ряд до петли разворота на рукаве. Я довязала до петли разворота, провязываю ее. Далее довязываю рукав до регланных петель, провязываю петли реглана, и мы перешли на переднюю полочку. Это правая передняя полочка. Я провяжу еще 2 петли, росток все еще вывязываю укороченными рядами, 2 петли провязываю и делаю разворот. Вяжу лицевой ряд, и теперь у нас прибавки, в том числе и по передней линии реглана. Вяжу лицевой ряд, не забывая про прибавки по линии реглана, в том числе и по передней линии реглана. В общем, я довяжу сейчас до петли разворота и покажу, как дальше буду вязать. Итак, петля, на которой я разворачивалась, провязываю ее внимательно и аккуратно. Далее довязываю рукав до регланной линии. Сразу пересниму маркер. Чтобы остался один между 2. Я переснимаю маркер между 2 петлями реглана, то есть до и после маркера по 1 петле реглана. Делаю прибавку и снова, как и предыдущий раз, провязываю 2 петли уже на правой полочке, правой передней полочки, и делаю разворот и вяжу изнаночный ряд. У меня все петли изнаночные. Снова провязываю до
той петли, где разворачивались мы в предыдущий раз с левой стороны, на левой полочке переда. Так, я дошла до петли поворота. И теперь я провязываю еще 3 петли на передней полочке и делаю разворот. Вот у меня осталось 3 петли и планка. Делаю поворот, вяжу лицевой ряд снова до петли поворота на правой передней полочке. Это лицевой ряд, не забываем про прибавки по линии реглана. Дошла до петли разворота, провязываю ее. И, как и с левой стороны, на левой полочке 3 петли провязываю, делаю разворот. Это последний разворот. Изнаночный ряд у нас идет. Этот ряд я просто провязываю до конца. При этом не забываем, что планка вывязывается у меня платочной вязкой. Значит, 5 последних петель планки я провязываю лицевыми. Так вяжу до конца ряда. Ввязывание ростка закончено. Вот видно, что у нас спинка выросла. Передняя часть только начинает расти. И мы не забываем еще такой. У нас есть правая и левая полочка. На левой полочке у нас будут пришиты пуговички, а на правой нужно будет делать петельки. Петельки я буду делать, ну, можно через 10 рядов, можно через 12 рядов. Я сейчас посмотрю, когда сделать пуговички. Как петельку делать, я сейчас вот как раз дойду и буду делать в лицевом ряду. В первом лицевом ряду, который будет сделан до конца ряда сейчас. Именно в этом ряду я сделаю первую петельку под пуговичку. Первую петлю провязываю, затем провязываю вторую и третью петлю. И на третью петлю, единственное, что мне нужно развернуть, чтобы петелька это смотрела правильно. Как при снятии закрытия петель я снимаю петельку. Вот так. Дырочка у меня такая получилась для будущей нашей пуговички. Такой дырочки для пуговички, маленькая пуговичка будет достаточно, потому что, сами знаете, пряжа растягивается. Назад вяжу, провязываю эту петлю снятую лицевой. Это у нас планка. Затем делаю накид, потому что мы же эту петлю сняли, сократили как бы. Вот. И дальше вяжу изнаночный ряд. То есть в лицевом ряду я одну петлю сокращаю, можно просто 2 вместе провязать. А в изнаночном ряду я делаю накид, чтобы прибавить эту петлю назад. Вот так. И получается такое очень маленькое аккуратное отверстие для пуговички. Итак, я провязала еще изнаночный ряд и лицевой, чтобы показать, какая петелька получается. Вот она, эта петелька. Я надеюсь, ее видно. Хотя она и совсем маленькая. Для маленькой пуговицы такая хорошая, аккуратная петелька.
И далее я буду вязать, ориентируясь на прибавки по реглану спереди. То есть я буду смотреть на передние прибавки реглана. Где-то, значит, 12-13 прибавок я сделаю по линии реглана. А потом замерю и посмотрю, сколько у меня получается длина и ширина. Итак, кокетка связана до подрезов. Я набросовую нить специально перекинула, чтобы ее было хорошо видно. А то на спицах не складывалась, швы укороченные. В общем и целом я провязала 2 петельки через, вот здесь идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В 12 ряду я делала петельку. Далее у меня здесь по прибавкам по переду 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 прибавок. Потому что я мерила сантиметрами. По сантиметрам это 11 сантиметров. Именно передняя регланная линия. Плечо получилось тоже 11 сантиметров. Ширина кокетки по груди 22,5 сантиметра. Вот, мне этого достаточно. Ну, если мерить от реглана высоту, то это где-то 9,5 сантиметров. По спинке, если мерить, 11,5 и от плеча 12,5. Ну, это, в общем, да. Ну и заодно давайте тогда обхват рукава 9 сантиметров. Вот такие мерки у меня сейчас на данный момент получаются. Мне достаточно этого. Далее я посчитала петли. У меня получилось 22 петли, не считая 2 регланных. 22 петли по полочкам. Также я не считала 5 петель планки. Опять же, не считая регланных, 39 петель на каждом рукаве и 50 петель у меня по спинке. Да, как бы на 1 петлю разница между количеством петель на спинке и спереди меньше на 1 петлю. Но так как у меня здесь планка, то в итоге-то на 5 петель больше. В общем, планка скорректирует ширину переда так, как нужно по спинке. Хотя лучше, конечно, было бы, если бы я сделала на 2 петли с каждой стороны, сюда по петле прибавила. Ну, это такие нюансы, которые не влияют на общую картину, так скажем. Сейчас я буду переснимать сбросовые нити, но переснимать я буду только перед и спинку. И я уже посчитала, мне нужно четное количество петель, чтобы было по спинке с передом. На подрезы я прибавлю по 7 петель с каждой стороны. Я уже сказала 22 сантиметра здесь, а мне нужно где-то 25 сантиметров ширина. Обхват груди, половина обхвата груди, где-то 25 сантиметров. Вот эти 7 петель подреза мне и дадут эти нужные мне сантиметры. Итак, буду набирать назад сбросовые нити. Набросовые я оставлю только рукава. Вот сейчас просто я переодену назад перед, потом спинку, а рукава оставлю набросовые нитки. Конечно,
Это я сделала, это лишнее действие, которое я сделала, то есть пересняла все на бросовую нить, чтобы посмотреть, если хорошие спицы с длинным и тонкие, и с тонкой леской есть, достаточно и не снимая смотреть, только потом, провязывая ряд, нужно будет постепенно, то есть провязать перед, снять петли рукава на бросовую нить и так далее. И еще одну петлю реглана, по одной петле реглана я снимаю тоже на перед, перевожу вот сюда. А дальше вот я вытаскиваю нить. Так, игла мне не нужна уже теперь. Вытаскиваю нить. То есть вот у меня 2 петли по регланной линии идут. Одну петлю я оставляю на рукаве и одну петлю буду провязывать уже спереди. И на спинке точно так же. По одной петле. Одну петлю на рукав, одну петлю на спинку. Вот. Вообще, это, в общем, я уже продела. Так как я уже продела бросовую нить, поэтому я так буду снимать, оставлять. А вообще я крючком снимаю, то есть провязываю крючком, потом легче, она просто распускается и все. Ну, это не важно, можно любым способом делать. Либо иголочкой продевать петли на бросовую нить, либо крючком провязывать. Я пересняла все, и теперь я буду провязывать уже без рукавов, без рукава, перед и спинку, и набирать петли подреза. Так, провязываю левую полочку. Я провязала петли полочки, одну петлю реглана и далее набираю подрез. Набираю всегда одинаково, вот так перекрещивая нитку, образую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель подреза набрано. Дальше вяжу спинку, и точно так же я буду набирать снова петли подреза, когда дойдут до конца спинки. Итак, я набрала по 7 петель подреза под каждым рукавом, и далее буду вязать сантиметра 3 после подреза. На что я буду главным образом ориентироваться, это на еще одну петельку. То есть я, ну, удобнее считать вот по этим изнаночным рядам. 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных рядов. Значит, 1, 2, 3, 4. Вот еще 2 раза изнаночным, значит, это 4 ряда получается. Провяжу, сделаю петельку, и после петельки где-то, чтобы 3 изнаночных ряда у меня на планке получилось, ну, примерно, да, сантиметра 3, я еще провяжу по прямой кокетку. Я провязала высоту кокетки 3 сантиметра. Не 3, по-моему, меньше у меня получилось. Хотя, да, 3 сантиметра.
И вот ряд у меня довязан до конца, конечно. У меня получилось 3 петельки для пуговички. Вот, раз, два и три. Все, собственно, последняя петелька больше для красоты, чем для застежки, потому что сейчас я буду замыкать в круг все это вязание, чтобы провязать и закончить. Чтобы их соединить, их нужно по 2 вместе связать просто. Каждую петельку планки и правой и левой нужно по 2 вместе связать. Сейчас я провяжу изнаночный ряд просто, потому что в лицевом ряду это будет сделать удобней. Изнаночный ряд я провязала. Теперь буду лицевой ряд вывязывать, но сначала я пересниму петли планки, именно соединю их, пересниму так, чтобы легче было провязать потом лицевой ряд и соединить. Планка, которая у меня сейчас вот в данный момент на левой спице, а если брать само изделие, то правая она у нас планка, там, где пришиваются пуговицы, она должна быть снизу, и где уже сделаны отверстия для пуговиц, она должна быть сверху. Так вот, нижнюю планку, кроме последней петли планки, я переснимаю на дополнительную спицу. Можно на булавку снять, это как удобно. Вот. И еще у меня такое провязывание петель, а мне нужно развернуть эту петлю. Я ее просто разворачиваю, чтобы левая сторона петли была сверху на спице. И далее переснимаю первую петлю с верхней планки, потом следующую петлю снова с разворотом, снимаю, и петлю верхней планки тоже снимаю так, чтобы легче было провязать. Вот она. С разворотом левая стенка сверху. И так все петли я переснимаю по одной, поочередно, с нижней, с верхней планки, снова с нижней, с верхней планки и последняя петля. От последней петли у меня идет нить, кстати, с нижней и с верхней. Все, я пересняла. Теперь мне не нужен маркер, собственно. Я его тоже снимаю и начинаю вязать. Не бойтесь, что у нас отсюда идет нить, потому что у нас верхняя петелька как бы придержит эту нить. И начинаю я вязать лицевыми 2 петли вместе. То есть вот то, что я сняла, я захватываю петлю верхней планки и петлю нижней планки и провязываю их вместе. Вот так. Первый раз лучше получилось. И подтягиваю. Здесь надо, чтобы не были расхлябанные петли. Дальше снова по 2 петли. Верхняя планка и нижняя планка петля. Провязываю. И опять же также нижняя, верхняя, так как я их развернула, они смотрят друг на друга и сразу накладываются друг на друга, очень удобно. Далее вот эту нужно отодвинуть. И тут при переснятии у меня немножко что-то тут расслоилось где-то.
Не пойму, какая верхняя или нижняя. Да, нижняя расслоилась слегка. Вот сейчас все поправлю. Снимаю 2 петли. И последние 2 петли тоже провязываю. Все, планки я соединила. Маркер снимаю и провязываю полностью ряд до планки, потому что эта петля у меня уже провязана. Просто лицевыми петлями. Довязала ряд до планки. Теперь можно, конечно, закрыть петли и дальше вывязывать юбку крючком. При этом первый ряд сделать чередование столбиков с накидом и воздушных петель, чтобы получились отверстия для потом, чтобы вставить поясок. Я сделаю по-другому. Почему по-другому? Сейчас объясню, чтобы не было больших отверстий. И далее у нас кокетка, связанная спицами, она будет немного легче, чем юбка, связанная крючком. Юбка сама по себе будет побольше. Ну и то, что это вязание крючком, оно слегка все-таки потяжелее. Поэтому я сделаю следующий ряд. Таким образом. Первую петлю провяжу, а потом сделаю 3 обвития. То есть 1, 2, 3. И опять петлю провязываю лицевую, 3 обвития. В общем-то, я хочу связать ряд удлиненными петлями. Итак, лицевую провязываю, 3 обвития делаю между лицевыми петлями. После вывязывания каждой лицевой делаю 3 обвития спицы. 1, 2, 3. И так я провязываю. Каждая петля у меня провязывается и делается 3 обвития. И так до конца ряда. Провязала последнюю петлю и сделала последнее обвитие. Все, ряд окончен. Теперь провязываю следующий ряд. Провязываю я лицевые петли, а обвитие со спицы просто снимаю. Далее опять лицевую петлю провязываю. Главное вот не запутаться в направлении, чтобы не сделать ее перекрещенной. Обвитие снимаю, лицевую провязываю. А вот эти обвития, я их назвала, можно сказать, накиды. И получается у нас вытянутые петли. Вроде бы петли, но сюда я могу достаточно широкую ленточку продеть для пояска. Если вам не нужна такая длинная петля, можно делать 2 обвития или вообще один накид. Тогда будут петли, конечно же, гораздо меньше. Мне хотелось их сделать побольше. Снимаю, провязываю. Накиды снимаю, петлю провязываю. Вот такая у меня будет ряд вытянутых петель. Я провязала еще один ряд лицевыми петлями и закрываю крючком. Крючок я взяла таким же номером, как спицы, номер 3. Я уже подхожу, так сказать, к концу ряда. Как всегда, замыкаю, чтобы
это было похоже. Чтобы это было похоже на ряд без начала и конца. Вот. Круг замкнулся, все. Единственное, что вот здесь немножечко нужно подправить, подтянуть, так скажем, первую петельку, потому что по кругу вязалась и немножко вытянулась та петелька, которая не нужна. Вот, обязательно поправлю. Итак, чтобы вас не смущал мой такой вариант вытянутых петель, у меня есть вот такая лента 25 миллиметров, то есть 2,5 сантиметра, и даже она сюда не поместится. То есть как бы больше вроде как бы надо было петлю делать, более вытянутой. Вот. Хотя именно ее я и хочу вставить. Ну вот так вот даже будет замечательно, поместится. Вот это я и хотела добиться, вот такого эффекта. Ну и чтобы не было слишком больших дырочек, как это при вязании крючком получается. Ну а теперь я перехожу на вывязывание юбки.